Всем привет, с вами Артем. Сегодня посмотрим на разницу в производительности двух операционных систем Windows 11 и Windows 10 в рамках нашего стенда на базе процессора Xeon E5-2689. И конечно же не стоит отметать тот факт, что Windows 11 это не релизная версия, но как правило особо кардинально уже вряд ли что-то изменится. Сборку операционных систем вы можете видеть на своих экранах. И начнем мы сравнение не с игровых тестов, как обычно, а с бенчмарков. И первый на очереди это тест кэша и памяти AIDA 64. По данному результату можно отметить, что системы показывают аналогичную ситуацию. Далее у нас CPU Z Benchmark, тут вообще получился результат один в один. В Cinebench R15 Windows 10 немного показала выше результат, но это незначительно. Сама программа видит данные системы как Windows 8 и получилась небольшая заминка по поводу версии сборок. Уже на этапе записи текста обратил внимание, что их не видно. Ранее в тестах это было не очень важно, но сейчас не мешало бы, конечно, показать. Cinebench R20 очень схожий результат. Программа отображает Windows 11 как десятку. С версией сборки получился тот же косяк, его закрыло. Cinebench R23, этот бенчмарк еще ни разу не фигурировал в наших сравнениях, в дальнейшем буду стараться его добавлять в тесты. Windows 11 по-прежнему определяется как десятка, но я уже открыл сборку, где можно увидеть ее номер 2230, что показывает нам, о каком выпуске идет речь. Corona Benchmark результат получился одинаковый, 2 минуты 57 секунд против 2 минуты 54 секунды. В блендере сцена BMW разница уже получилась не похожая на погрешность, из чего можно сделать вывод, что алгоритмы рендера на Windows 11 конкретно в данной программе работают по-другому, что немного замедляет результат. Так что стоит это взять во внимание. Но также не стоит забывать, что это все в рамках нашего далеко не свежего стенда на LGA 2011. Далее это быстродействие WinRAR. Первые скрины это тест многопоточность, вторые одно ядро. Если многопоток результат один в один, то соло на новой операционке маловат получился. По бенчмаркам на этом все, переходим уже к играм. Настройки максимально возможны, разрешение 720p. Напомню, что сейчас мы сравним производительность процессоров на разных операционных системах. В дальнейшем постараюсь выпустить ролик, где мы уже протестируем разницу с упором довольно популярную видеокарту RX 570. Первый проект у нас это Lara, средняя частота кадров по всему бенчмарку 92/93, что говорит нам о полном паритете систем. В GTA 5 получился такой же аналогичный результат. Напомню, настройки максимально возможны, сглаживание MSAA двукратное, дополнительные настройки отключены. Watch Dogs 2, средняя частота кадров 67/74, на Windows 11 результат получился пониже. Поначалу отрезка разницу видно явно, но постепенно к концу более-менее видно схожую картину, но на средний результат это уже не повлияло. На мой взгляд, более дерганная частота кадров на Windows 11. Дерганная в плане амплитуды, так как на комфорт это никак не повлияло. Обитель зла 2, настройки условно очень высокие, дабы не превышать объем видеопамяти. Результат получился схожим. Война миров Z, средняя частота кадров 135/126. Тут уже Windows 11 показала небольшой отрыв в свою пользу.
И последний на сегодня тест – это ZOO Припяти Benchmark, результат которого мы посмотрим немного позже. Вот такие получились результаты. На мой субъективный взгляд, операционная система Windows 10 пока более стабильна в результатах. Уже на этапе монтажа была замечена одна закономерность. В некоторых проектах Windows 11 поначалу тестируемого отрезка показывает меньший результат, но к середине или к концу его показывают схожие или даже выше показатели. Также замечено, что местами новая операционная система имеет аппетиты повыше десятки к оперативной памяти и видеопамяти. Все эти моменты очень хорошо просматриваются, например, в GTA и Watch Dogs. Напишите ваше мнение по поводу Windows 11 в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Что касается алгоритма установки операционной системы Windows 11, постараюсь выпустить отдельный ролик по данной теме, как именно я устанавливал ось на платформу LGA 2011. Специально для обсуждения новой системы создал раздел на форуме, также и раздел десятки там тоже имеется. Если есть какие-то вопросы, милости просим на наш форум. Но и за сам ресурс не забываем, на нем есть много чего полезного и интересного. Огромное вам спасибо за просмотр, я очень надеюсь, что ролик был для вас полезен. Жмякаем лайк. На этом у меня все, с вами был Артем, всем добра.